Господа, меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк и подписка. Фундаментальный анализ. Начнем мы с рынка Америки. В четверг сегодня у нас будет первичная заявка на пособие по безработице. И вечером Федрезерв даст свою риторику касательно денежно-кредитной политики относительно процентной ставки доллара. Завтра мы узнаем ВВП за третий квартал по Великобритании. Процентная ставка доллара 13 декабря предположительно с вероятностью 90,5% останется на прежнем уровне. 9,5%, что ее поднимут еще на 25 базисных пунктов. Соответственно, индекс Дикси продолжает свое движение к цели 104,4. Возможно, это будет 103,5. Вторая цель под вопросом. Будем смотреть, что будет происходить на уровне 104,4. Дальше золото по-прежнему к своей цели. Цель 19.40-19.35. Здесь все без изменений. S&P. По S&P здесь у меня предположительно такая идея, что актив, скорее всего, возможно, сделает какой-то закол в сторону 44.20, перекроет гэп. Потом только после этого начнет какое-то свое снижающееся движение, откатное в сторону 42.20. И здесь будет два варианта. Или актив продолжит свое снижение в сторону 40.50, или сформируется правое плечо и будет перехай до конца года в сторону 46.20. Поэтому более склонен к тому, что будет какое-то движение сюда и снижение в сторону 42.20. NASDAQ будет двигаться, соответственно, с S&P, скорее всего, вернется под нисходящую линию тренда, ну и будет идти к коррекции 14600, может быть 14400. Капитализация криптовалютного рынка, трехдневный таймфрейм. Видим здесь очень интересный уровень. Это уровень 0,5 FIBA от хая марта 2022 года до лоя ноябрь 2022 года. Здесь у нас такая FIBA нарисована, 0,5 уровень, это будет на уровне 1,45 триллионов долларов. Возможно, к этой же отметке, к этой же цели сейчас и пытаются дотащить криптовалютный рынок. Здесь будет первое сильное сопротивление в районе 1,35 триллионов долларов, потому что здесь очень сильные продажи начались именно с этого уровня. Ну вот здесь вот мы видим, здесь была какая-то проторговка в районе 1,34-1,35 триллионов долларов. Да, и после чего уже актив опустился к своим лоям. Поэтому если здесь не сносится, то скорее всего на этом уровне мы увидим какое-то замедление роста рынка. Альткоины также подходят к своей точке сопротивления, как я писал, 405 миллиардов долларов. Здесь достаточно сильный уровень, который альткоины пришли протестировать, после чего может начаться коррекционное движение в сторону 380-360 миллиардов долларов. Так, доминация USDT. В принципе, то, о чем я и предполагал, что можем спуститься в данную область, как было в предыдущий раз в мае месяце. Возможно, даже какой-то будет перелой 6.36 где-то в этот диапазон, после чего только актив начнет уже набирать свою силу, начнет свой рост в сторону 7,2%. Поэтому пока что рынок под давлением продаж, ну я имею в виду доминация USDT под продажами и, соответственно, рост стоимости биткоина, да. Покупатели пока сильнее. Соответственно, из-за этого доминация биткоина немножко отскочила. 53.22, может быть, подрастет 53, не знаю, там 4, 53.5, после чего все-таки я вижу снижение по доминации биткоина. Эфировская доминация в целом виднеется снижение, вижу откат какой-то в сторону 18%, но в целом уровень 0.382, 16,5% это та цель, которую ждет доминация эфира. Стоимость биткоина. Как мы предполагали, с вами увидели третью вершину, перехай предыдущего хая, движение в сторону 37 тысяч долларов, то, чего хотелось и увиделось. Чтобы сейчас хотелось увидеться, чтобы мы увидели, что завтра будет очень сильная медвежья свеча, которая поглотит вот этот вот весь рост. Тогда это будет для меня очень сильным медвежьим сценарием о том, что актив будет двигаться в сторону 30 тысяч долларов, 29 тысяч долларов. Это то, чего я ожидаю. Пока шортить точно не буду. Дождусь, какая будет завтра свеча, если она поглотит полностью весь этот рост сегодняшний.
тогда для меня это будет шорт-сценарий. По эфиру картинка будет одинаковая. Буду смотреть за биткоином. Если будет ситуация по биткоину, так как я сказал, то тогда буду шортить его в сторону 17.60-17.20. На этом буду заканчивать наш обзор. Обязательно подписывайтесь на наш канал, лайкайте, нажимайте на колокольчик для того, чтобы быть в курсе следующих выпусков новостей. Всем желаю большого профита, попутного тренда. Всем пока.